Hola, amigos! Основной фишкой очередного дня должен был стать знаменитый аргентинский ледник Перито Морено. Он, кстати, исходит из того же ледникового поля, что и ледник Грей в Чили. Но здесь я собирался не просто посмотреть на ледник, а забраться на него. Моя экскурсия начиналась в 8:30 утра, так что встать пришлось очень рано, потому что до порта, откуда отходил катер на ледник, надо было еще доехать. Погода была вроде солнечной, но то здесь, то там бродили дождевые столбы. И все они шли как раз оттуда, куда я ехал. Но мне повезло не попасть под дождь. Я даже успел кайфануть от дороги и видов вокруг. Хотя в порту все же было очень холодно и моросил небольшой дождь. Оставалось верить в прогноз погоды. Он обещал немного солнца часам к 11. На катере оказалось человек 40. Это все были желающие побродить по леднику. После высадки на левом берегу от ледника нас разделили на две группы – испано- и англоговорящую. Пока шли вдоль берега, нас не отпускала брутальная красота. Облачность еще закрывала горы, и небо выглядело очень мрачным, но при этом сам ледник уже местами подсвечивало солнце. И опять этот ветер. Хорошо, хоть кофта была с капюшоном. По-хорошему там нужны шапка и шарф. А про дрон с таким ветром можно сразу забыть. Правда, потом еще выяснилось, что в парке полеты дронов вообще запрещены, так что было не так обидно. Хотя, вру, конечно. Мне очень хотелось сделать пролет над ледниковым полем, но не ценой дрона. Перед тем, как пойти непосредственно на ледник, на нас всех нацепили кошки. Кажется, это была бы полезная штука для питерских тротуаров зимой. Вблизи, кстати, ледник не производит такого невероятного впечатления, как издали. Во-первых, цвет. С берега ветрами на край ледника сносит много пыли и земли, так что ледник выглядит довольно грязным. И более белым, что ли. В том смысле, что нет такой синевы, как издали. Иногда вообще казалось, что это снег. Но потрогаешь – нет, и близко нет. А во-вторых, масштаб. Как писал Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Так и здесь, находясь на леднике, ты просто не видишь и не понимаешь его размеров и форм. Но зато начинаешь видеть и замечать совсем другие интересные моменты. Например, ручейки и водопадики, которых полно на леднике и которые придают ему рельефность. Или расщелины. А какой невероятный синий цвет у воды в этих расщелинах – это просто космос. Кстати, вода довольно чистая, и ее можно пить. Не удержался и спил воды из такой расщелины. Повезло, что гуанако не стал. Программа мини-трекинг, на которой я был, это короткий маршрут. Вглубь ледника мы не уходили. Так что уже через час мы вернулись к точке старта на берегу. Пока все по очереди снимали кошки, было время сходить в пещеру. Волшебный цвет у потолка, конечно. Кстати, эта пещера – отличная иллюстрация движения ледника. В глубине находится гигантский валун, который ледник не смог сдвинуть, но обходя который, льды и образовали эту самую пещеру. Вообще довольно интересный момент. Я спросил гида насчет сочетания экскурсий по леднику и движения льдов. И он рассказал, что маршруты реально приходится корректировать чуть ли не каждую неделю, потому что то трещины возникают, то еще что-то, так что тропинки постоянно меняются. На пути обратно катер проплыл достаточно близко к леднику, чтобы мы могли еще раз взглянуть на него поближе. Но в этой локации есть место, где ледник можно рассмотреть во всех деталях из земли. И после экскурсии я поехал туда. В самой юго-западной точке парка Лос-Гласьерс на холме находится пешеходная тропа с несколькими смотровыми площадками. Оттуда до ледника всего несколько сотен метров, и виды самые красочные. А за счет высоты холма можно еще хорошо рассмотреть ледник сверху, с его причудливыми остроконечными пиками по всей поверхности. В общем, виды на Перито Морено мне показались даже круче, чем на ледник Грей. Но, как бы ни был прекрасен ледник, пора было ехать дальше. Меня ждала дорога в Эль-Чальтен, городок, который я чуть не пропустил, когда составлял маршрут поездки. Он находится в 90 километрах от руты 40, не слабый крюк получается. Но когда я увидел фотографии горы Фицрой, я понял, что пропустить это место было бы просто преступлением. Вот так и появилась ночевка в Эль-Чальтене в моей программе. И вот вновь пустыня, рута 40 и, слава богу, не такой сильный ветер, как вчера. Хотя между озерами Архентина и Вьедма он, конечно же, был боковым. Дорога 23 до Эль-Чальтена, к счастью, оказалась полностью асфальтированной,
так что никаких стрессов в этот раз по пути не было. А вот что было, так это зашкаливающий вау-метр, когда рута 23 подошла поближе к городку. С погодой мне явно везло, было солнце и небольшая облачность. И умопомрачительный вид на шоссе с острыми горными пиками на фоне. Вот здесь летная погода пришлась очень кстати.